Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Что же ее так мучает? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личные расклады, на диагностику негатива, телефон под видео. Ох, вы у меня снова выпали императором. Ну, что я могу сказать? Вот, ребят, ну, с вами не забалуешь, да? Вот вы человек слова, вы человек действия, да? Вы не будете трепаться просто вот лишь бы бла-бла-бла. Вы однозначно, ну, как-то вот даже это с воспитания у вас идет. Вы, мужик сказал, мужик сделал. Вот это про вас. Вы человек активный, страстный, да, вас использовать очень тяжело, но вот женщинам все-таки это, к сожалению, удается по жизни. Вот кто-кто, а женщины находят вот эти ваши такие волшебные кнопочки, которые позволяют вами управлять. Я вам скажу, что у многих из вас проиграется здесь окончание отношений, ну тот же самый пресловутый развод, да, после которого вы как-то потеряли веру в будущее, вы потеряли веру в себя. И, конечно же, вы в каком-то смысле потеряли веру в женщин, да, в то, что вы сможете снова полюбить. Даже здесь не сколько в женщин, хотя у кого-то может даже проиграться и недоверие, да, но, тем не менее, вот как-то вы теперь очень-очень с опаской, да, будете входить в новые отношения. И причем я смотрю, ну, это из расклада в расклад, да, настолько у вас эта черта, вот подозрительность укоренилась. Хотя, в общем-то, это нормально, когда тебя предают, когда делают больно, ты становишься более подозрительным. Даже у кого-то проиграется, вы стали более жестким, более таким, знаете, хладнокровным, что ли. Вы стали более логичным, более таким продуманным, что ли, да. У кого-то проиграется, что вы сменили место жительства. Кто-то это, ну, просто квартиру, там дом сменил, а кто-то, может быть, даже переехал в другой город, либо же вы планируете переезжать. И, кстати, кому-то из вас поступило даже, может быть, недавно вот предложение по поводу новой работы, ну, где-то далеко. Как минимум, это либо другой город, другой район, а может быть, даже другая страна. Причем это будет довольно, ну, такой неплохой вариант. Если вы сомневаетесь, то можете дерзать. У вас все получится, ребят. Вы человек скорости, вы такой немедлительный, нет, вы немедленный тормоз, это однозначно, вы такой живчик, вы активный, порой, конечно, чудите, порой вытворяете, особенно, я думаю, по молодости вы вытворяли ого-го, думаю, кто-то даже в углу стоял, да, мягко говоря, кого-то, может быть, по попке шлепали, да, за разные шалости, но это мы так в дебри, уже в детство, да, пустились. Ну, то есть кровь у вас бурлила, кипела, у кого-то сейчас даже она кипит, но с возрастом все равно немножко вы остепеняетесь, да, уже хочется как-то более спокойной жизни, хочется какого-то уюта, тепла, хотя периодически можете и сейчас шалить. Давайте, ребят, сделаем снова наш маленький опрос, напишите, вот, ну реально, шалили вы по жизни, да, вот, может быть, что-то вытворяли, я не знаю, там какие-то поступки такие совершали экстраординарные, а потом, конечно, терлей получали, даже от родителей, может быть, или сейчас вы еще там готовы, я не знаю, там по водосточной трубе на крышу залезть, ну, что-то такое, да. Лучше такого не делать, конечно, да, потому что у нас трубы могут быть уже и поржавевшие, прогнившие, поэтому лучше не шалите, да, поберегите свою жизнь и свое здоровье как минимум. Поэтому напишите, ребят, вот кто шалил, либо же сейчас, может быть, еще что-то чудите. Вы человек веселый, вы человек такой, знаете, вообще жизнерадостный. Я, конечно, не беру те моменты, когда вам было плохо, когда вы уходили от женщины, там, ну, либо же она от вас уходила, да, общий расклад, у всех это будет по-разному. В любом случае, вот вы такой, знаете, человечек, который всегда везде ищет плюсы. Вы всегда будете с надеждой смотреть в будущее. Вы всегда будете вставать с коленей, как бы вам тяжело не было.
Я не говорю, что вы робот, да, бесчувственный, но даже император иногда опускает руки, и даже император иногда может пустить скупую мужскую слезу и, ну, быть в таком, знаете, в настроении отчаяния какого-то, либо же депрессии. Но вы, в общем-то, себя берете в руки. Это уже хорошо, потому что вы не будете опускаться ниже плинтуса, да, вы не будете пускаться во все тяжкие, да, вы не будете, там, я не знаю, какие-то вредные привычки, да, себе прививать из-за отчаяния. Да, у кого-то могли быть периоды, когда в рюмку чая заглядывали, но это было очень-очень такой недлительный период, именно чтобы немножечко так забыться, отвлечься. Но вы себя, еще раз говорю, берете в руки. Надеетесь на новую любовь 100%. У кого-то из вас даже сейчас может проиграться, что уже есть женщина, а может быть даже не одна женщина на примете, которая вам симпатична, как минимум, да? Но почему-то вот по какой-то причине вы не решаетесь. Вот вам причина. Вы боитесь снова манипуляций, вы боитесь, что вам разобьют сердце, либо же изменят. Отсюда и пляшем. То есть, может быть, да, у кого-то из вас вот есть, да, вот такая женщина, с которой вы бы хотели, да, вы вот понимаете, что вас тянет, сердечко начинает трепетать, но в то же время вы себя своими опасениями останавливаете. Плюс вы, как мне показывают, включаете очень часто свою интуицию. В общем-то, это правильно. Ребят, интуиция – это ваш такой самый большой помощник. Интуиция – это то, что вас ведет по жизни. Просто вы не всегда ее слушаете. Вы логикой, вы мыслями забиваете свою интуицию. И теперь вот то, что мне показывают карты, вот даже вам советует Таро, да, используйте интуицию при выборе женщин. Вот если вы чувствуете, что вас тянет, вы хотите быть с этой женщиной, да, вы не чувствуете никакого подвоха, ну дерзайте, отбрасывайте сомнения, потому что ваша логика, она вас погубит. Слушайте интуицию. Вы даже, вот кто-то можете брать паузу, да, вот женщина нравится, а вы так отошли немножечко, взяли время, чтобы подумать, чтобы присмотреться. Это может быть даже на расстоянии у кого-то проиграться, что, допустим, вы с женщиной переписываетесь, она вам нравится, и вы понимаете, что вас затягивает, но с другой стороны вы боитесь, да, вот этих всех измен, предательства и так далее. Не нужно себя в такие дебри, в болото загонять своими сомнениями, ребят. Просто слушайте свою интуицию. Итак, давайте-ка будем смотреть, что же ее так мучает. А кто же она, да? Давайте в двух словах сейчас поймем, о какой женщине идет речь. Эта женщина такая хладнокровная. Ну, я уже, в принципе, так, судя по раскладу, я подозреваю, кто это. Обычно мечевые королевы у меня, ну, это либо же женщина, которая эмоционально холодная, сдержанная, такая логичная, продуманная, очень любящая наши дорогие такие пентаклики, да, то есть денежки. Это женщина, которая когда-то была для вас всем. Она была веселушка, она неплохо выглядит, она такая классная была, ну как будто вот ее подменили, да? Вот она испортилась, либо же вот в процессе вашего такого вот совместного проживания, ну либо же отношения у кого были. Вот как будто человек поменялся. То есть вы, допустим, женились, она была белая, пушистая, такая вроде бы наивная девочка, а потом во что она превратилась. Да? Вот многие могут, я думаю, такое сказать о своей прежней женщине. У кого-то, может быть, это настоящая женщина, ну то есть вы сейчас живете с ней, но тем не менее она поменялась кардинально. Вот то, какая она была в начале отношений, какая она стала, но это небо и земля. Напишите, ребят, у кого резонирует, у кого вот, ну, вы понимаете, реально вот женщина, которая у вас была, либо же у которого еще сейчас есть отношения с ней, у кого поменялась кардинально. Это женщина, которая склонна к вранью. Ну, обманщица стопроцентная. Вот если ей нужна какая-то выгода, она такие сказки придумает, она в такие дебри заведет любого человека, что просто не подкопаешься. Она обманывает просто профессионально.
Она может быть, да, вот в компании она может быть очень такая веселая, жизнерадостная. Хотя, в принципе, не только в компании. Она когда-то была и с вами такая. А потом уже начала, именно вот благодаря денежкам, она начала портиться. Потому что вы ее залюбили, задарили, и она стала совершенно другим человеком. И стала, в принципе, вам чужой. Она стала вам как соседка, да, в каком-то смысле. Напишите, ребят, у кого проигрывается. Поэтому дама такая, знаете, с одной стороны, когда-то она у вас вызывала очень-очень теплые такие эмоции, да, любовь была. У кого-то даже сейчас, может быть, вызывает теплые эмоции, просто когда вы вспоминаете прежнюю, вот ее прежнюю. Вы можете даже задаваться вопросом, ну как так могло случиться, да, вот ты же была такая классная, ведь ты же была другая, что с тобой произошло, почему ты поменялась, почему ты стала там, я не знаю, гулящая, пьющая и так далее, почему ты стала чужой, правда, ребят? Напишите в комментариях, у кого проигрывается эта ситуация. Давайте теперь смотреть, что же ее так мучает. Ну, кто бы сомневался. Знаете, вот с вашим уходом, неважно, кто ушел, да, я имею в виду с разрывом. Вот она потеряла то, что она имела. У кого-то она потеряла, ну, то есть женщина, да, вот чья-то женщина потеряла деньги, чья-то потеряла деньги плюс любовь, нежность, ласку, заботу и так далее. То есть то, что вот ваши отношения рухнули, она прежде всего в проигрыше. Вам тяжело, да, вам, безусловно, вам больно, вам сложно, да, вам обидно. Обидно, что не оценилось то, что вы делали. Потому что вот вы для нее были просто королевой. Вы ее, ну как могли, вы ее просто задаривали. Вот она была свет в окошке. Она вот цвела и пахла рядом с вами. Правда, ребят? Понятно, что у каждого свой достаток, кто-то больше, кто-то меньше, но, по крайней мере, в силу своих возможностей вы ее задаривали. То есть она цвела и пахла. И этим все сказано. А теперь она понимает, что такого мужчину она может и не встретить. И я не вижу у нее на горизонте такого человека, чтобы, ну, хотя бы хоть немножечко чем-то был похож на вас, на ваши поступки, на ваши проявления, да? Я не говорю, что она будет одинокая на всю жизнь, да, мы не смотрим на всю жизнь, но, по крайней мере, вот в ближайшее время я не вижу человечка, который бы ее любил так, как вы, кружил так, как вы, вкладывался так, как вы, да, а вы из кожи вон лезли, вы брали даже, кто-то брал дополнительную работу однозначно, чтобы больше заработать, чтобы своей королеве принести какой-то презент, правда? Есть такая ситуация. Ее мучает, знаете, вот какая-то тупиковая ситуация. Вот она связана как будто по рукам и ногам, да? Потому что вот куда двигаться? Она как слепой котенок. Вот она не понимает, как она будет жить дальше без вас. И это не важно, даже вот если у вас, допустим, прошло уже несколько лет после вашего расставания, она ведь несчастлива. Она ностальгирует вот по вам. Вот даже на дне колоды у нас выпало, ей плохо. Она себя чувствует одинокой, ненужной. Я имею в виду мужчин, да? А ей-то хочется полного шоколада, чтобы ее снова любили, кружили. Ее, знаете, ее мучает совесть, что она могла вот предпринять какие-то действия, чтобы остановить вот это разрушение ваших отношений. Вот только сейчас, потеряв вас, она поняла, что нужно было как-то по-иному, нужно было как-то по-другому строить свои отношения с вами, да, чтобы не допускать разрыва. А сейчас, конечно, ну кусает она локти, ну и что дальше, что имеем, не храним, потерявши, плачем. Да, ей хреново, ей хреноватенько, вы посмотрите. Ей очень-очень хреново. Конечно же, денежек-то не хватает. И только сейчас она понимает, что на все ее вот эти вот развлечения с подружками, да, вот она любила раньше где-то посидеть, походить, погулять, вы это все ей спонсировали, да, и новые платьишко, и посиделки, то есть у вас, в принципе, могла быть хорошая, счастливая семья, если бы не ее такой вот, ну, я не знаю, простите за мой французский, блядско-скотский какой-то характер.
Ну, что-то такое, да? Она настолько возомнила о себе, вот благодаря тому, что вы ее любили, кружили, она думала, ей будет все сходить с рук. В принципе, она была счастлива, да, вот как женщина, она просто оборзела, она избаловалась. Вы ее просто, ребят, вот в силу своей такой большой любви, вы ее избаловали. Сейчас она кусает локти. Естественно, кто-то из вас скажет, да ничего она не кусает, она в шоколаде. Ну, во-первых, это общий расклад. Ну, большинство, да, вот я говорю о большинстве, что вот такая ситуация. И, конечно же, женщина не придет вам и не скажет, что вот я такая несчастная без тебя. Как мне тебя не хватает? Ну, это 1 на 1 000.000, может быть, такое скажет. И то обычно такое говорят, когда хотят с мужчиной реально помириться. А мириться она с вами не будет, потому что она понимает, вы ее не простите. Она знает, что вы так же сильно, как вы ее любили, так же сильно вы, ну не то чтобы ненавидите, это очень громко сказано, но так же сильно вы обижены, так же больно вам, да, вот как сильно вы любили, так же ужасно больно вам теперь после ее поступков. Правда ведь, ребят? Поэтому, что имеем, не храним, потерявши плачем. Что здесь поделаешь? Ну, пусть кусает локти теперь. Натворила делу, пусть теперь расхлебывает. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!